Июнь 41-го мы были, это было воскресенье, и мы были в Удельном парке, там гуляли. Играли там что-то, и в лапту играли, вот это мне так запомнилось. Вот. И потом вдруг какой-то разговор пошел, вроде началась война. Вот. Ну, как-то это я вот смутно помню. И как вот мы домой приехали после этого после этого парка домой приехали, я что-то не очень. Ну, а потом вот пошел разговор, что надо детей эвакуировать. Детей надо эвакуировать. Ну, и нас двоих, меня и мою сестру, ну, отправили в эвакуацию. Я помню, что мы ехали в каком-то товарном вагоне, очень много народу, там сена много было, и там детей много было, и мы с сестрой там были. И помню, вот я не помню, какого это числа, в сентябре или когда, но тепло было. Было тепло, тепло это летом, да, было, потому что вдруг бомбить начали этот поезд. Вот, значит, остановили, все попрыгали и в лес. В лес убежали. Потом, значит, это я так вот смутно помню, потом вроде прошло все, и нас обратно в это. Вагон не разбомбили, ничего, поезд не разбомбили. Мы обратно погрузились. Вот ехали обратно, потом где-то, я помню, так смутно, где-то на поляне на какой-то сидели, нас там кормили, помню, кусок хлеба дали и толстый кусок сыра, помню, вот это у меня отложилось. И потом вдруг над нами самолет полетел. Полетел вот с черным крестом, вот это я помню. Но нас не бомбили. Там ну, ребята сидели, вот все эти. Вот. А потом, я не знаю как, мать наша поехала за нами, разыскала нас и привезла обратно в Ленинград. Вот. Брата и второго брата, один брат был с 20-го года, а второй брат с 18-го. Их забрали на фронт. Отца забрали на фронт. А мы остались, мать, и вот мы 3 сестры, остались вот в этом подвале. Ну, когда сначала бомбили, к нам многие спускались как бы в бомбоубежище, когда бомбили. У нас были, сидели. Вот это я помню. Еще что я помню. Ну, а потом начались вот эти тяжелые дни, когда голод стал. Стал голод, но к нам приезжал отец, заезжал. Он где-то, он шофером работал на санитарной машине, возил раненых. И вот как привезет раненых в город, так он к нам заскакивал. Заскакивал к нам, и я помню, что он сухарики нам привозил. Видно, от себя отрывал там, что им давали какую-то норму. И он привозил нам сухарики, поддерживал нас. Привозил как-то, помню, вот жмых называет, или дуранда как-то, вот это привозил, помню. И, ну... Сколько раз, я уже не помню, сколько раз он заезжал. Ну, вот бывали случаи, что он заезжал, привозил как-то конину, привозил мясо, конину привозил. Ну, в общем, нас поддерживал. За водой ходила зимой, да, вот когда ни воды, ни с чайничком на Неву ходили. Там была прорублена прорубь. Народу было много, приходили туда. Я помню, что я с чайничком была, кто с бетончиком, кто с чайничком. Вот. Воду достать никак нельзя было, потому что это была очень глубокая эта прорубь такая. Ну, помогали там люди, кто с веревочками, кто что, вот помогали люди. Вот. Я начала вот вперед всех от голода пухнуть. Ну и отец, когда заехал, увидел такое дело, он, ну,
мать поругал за то, что вот как-то так, если, мол, она умрет, я тебе не прощу никогда это. И, конечно, мама всегда, когда делила хлеб, порцию, она мне всегда отрезала побольше кусочек. А потом уже наступили такие дни, что совсем уже не вмоготу. Умирает сначала сестра, которая была за мной с 27-го года была, она умирает от голода, и у нее еще понос открылся, кровавый понос. Это я не знаю почему. Вот, она умирает. И никто не хоронит, потому что некому хоронить. Потом умирает моя вторая сестра. Она, кстати говоря, вот когда началась война, их угнали рыть окопы. Вот на окопы угнали, и как она пробиралась домой уже, что я это не помню. Я не помню, когда она прибралась, она вся больная была, простуженная, и, в общем, она и даже сразу как-то умерла. 23 февраля младшая умерла, в феврале. А вторая умерла уже в марте. Это вот сестра, которая постарше, которая вот больная была, вся простуженная. Вся. Вот. Она умерла в марте. Как мне вот в памяти или отложилось, или что, где-то в середине марта. А мама умерла в марте месяце, где-то числа 20-го, вот так вот. Умерла. Но я уже лежала вместе с мамой. Все они, и одна сестра лежит мертвая, вторая сестра лежит мертвая, мама умерла, лежит мертвая, и я с ней лежу в постели. И в это время, вот я говорю, это что-то какое-то, как это, заскочил отец с фронта. И вот он такую картину видит. Я хочу сказать, что вот когда собирались ли гости, или что, отец любил песню, такая есть. Мою мать звали Прасковья Кирилловна. И вот эту песню пел, как его, Бернес. Вот. Ты извини меня, Прасковья, что я пришел к тебе такой. Хотел я выпить за здоровье, а пить пришлось за упокой. Вот когда он был, вот его состояние такое, я представляю, когда он пришел в квартиру, вернее, в дом, в комнату вошел, и картина такая, 3 покойника, и я лежу уже совсем. Вот. Я уже вот не помню, как он, я уже в таком, наверное, состоянии была, что я уже не помню, как он меня отвез в распределитель, в какой-то распределитель. Это еще какой-то не детский дом, а распределитель. А после оттуда я попала вот в детский дом. У меня где-то справка есть. И там была до июня или июля, Оля. Ну, в справке там написано, до июля месяца. А потом нас эвакуировали с детским домом в Ярославскую. А вот как мы туда ехали, то ли морем, то ли поездом, я не помню.